Кот Саймона по кличке Бисквит внезапно пропал. Это случилось тихим летним вечером, когда небо затянули серые тучи, предвещавшие грозу. Обычно Бисквит гулял в парке неподалеку и всегда возвращался к вечеру, чуть поцарапанный, но довольный собой. В тот день он тоже ушел, как обычно, тихо выскользнув за дверь, но когда стемнело, он так и не вернулся. Саймон начал беспокоиться, но старался не поддаваться панике. Прошел час, потом 2. Начался ливень, и сердце Саймона сжалось. Он окликал кота с порога, выходил под дождь с фонариком, проверял каждый куст у дома, но все было бесполезно. Бисквита нигде не было. Всю ночь Саймон не спал. Он лежал в постели, прислушиваясь к каждому звуку, вскакивал при малейшем шорохе за окном. Но кот не пришел. На следующий день Саймон обзвонил все ближайшие приюты для животных и ветеринарные клиники. Ему везде отвечали одно и то же. «Нет, такого кота к нам не привозили». Тогда он распечатал объявление с фотографией Бисквита и развесил их по району. «Пропал кот», отзывается на имя Бисквит, белсерый пушистый, очень дружелюбный. «Если вы видели его, пожалуйста, позвоните». Он прикреплял объявления к столбам, к деревьям в парке, даже оставил несколько у местного супермаркета. Прошло 3 долгих дня. Они тянулись как вечность. Саймон почти не ел, не мог сосредоточиться на работе. Он просто сидел у окна, ждал и надеялся. И вдруг на 4-е утро раздалось мяуканье. Оно было слабым, жалобным, но безошибочно узнаваемым. Саймон выскочил на улицу босиком и увидел его. Своего кота. Бисквит был грязный, весь в пыли, слипшейся шерстью и испуганными глазами. Он стоял под деревом, шатающийся, но живой. Саймон схватил его на руки, крепко прижал к груди. Кот жалобно замяукал, словно рассказывая, через что ему пришлось пройти. И тут Саймон заметил, что на шее Бисквита висит странный пластиковый ошейник. Он выглядел необычно. Глянцевый, белый, со встроенным маленьким прямоугольником в центре. Сначала Саймон подумал, что это GPS-трекер, но, присмотревшись, понял. Это крошечная видеокамера с микрофоном. Удивленный и встревоженный, он взял ножницы, аккуратно срезал ошейник и понес его в дом. Устройство было удивительно миниатюрным, но явно профессионально сделанным. В нем были слот для карты памяти, и, судя по индикаторам, оно еще недавно работало. Саймон сразу же позвонил в полицию. Он не знал, что именно его так испугало. Сам факт слежки или то, что его питомца могли использовать как шпиона. Через час приехал детектив. Мужчина в строгом сером костюме по имени Холден. Он внимательно осмотрел ошейник, щелкнул пару раз по корпусу и нахмурился. «Вы говорите, кот пропал на 3 дня?» – уточнил он. «Да. Вечером ушел и больше не вернулся до сегодняшнего утра. Это уже не первый случай», – мрачно сказал Холден. «Вы не одиноки. В районе уже было несколько подобных жалоб. Люди находили странные устройства на своих домашних животных. Камеры, микрофоны. Устройство передавало данные через мобильную сеть. Кто-то явно вел наблюдение, но мы пока не понимаем, зачем. Но почему именно коты?» – растерянно спросил Саймон. «Потому что они незаметны, ходят где угодно, проникают туда, куда ни один человек не сунется. Это удобно». Саймон был в замешательстве. Он чувствовал, что за этим стоит нечто большее, чем просто шалость. Детектив забрал устройство на экспертизу и обещал держать его в курсе проща. Прошло еще 3 дня. Саймон постепенно приходил в себя. Бисквит, отоспавшись и наевшись, снова начал вести себя, как обычно, валяться на подоконнике, гоняться за мухами и спать в ногах. Казалось, все возвращается в норму. Но однажды вечером раздался звонок. Это был Холден. «Мы извлекли данные с камеры», – сказал он. «Я хотел бы поговорить с вами лично». Спустя час он снова стоял на пороге с ноутбуком в руках. Саймон впустил его, усадил на диван. «Мы не сразу обратили внимание на детали», – сказал детектив, включая видео. «Но то, что записала эта камера, вам лучше увидеть это самому». На экране появилось изображение. Камера дрожала. Очевидно, Бисквит бежал или прыгал. Виднелась улица, деревья
чьи-то ноги. Потом черная темнота. Похоже, кота поймали и куда-то понесли. Видео продолжалось. Кто-то устанавливал ошейник, за кадром слышались голоса. Но это было не самое главное. На второй день записи камера снова активировалась. На кадрах был дом Саймона. Его гостиная. Бисквит сидел на шкафу, камера вела прямую трансляцию. И тут на видео появился он сам, Саймон. Он стоял у окна, разговаривал по телефону. Потом ходил по комнате. Вдруг он достал из шкафа коробку, ввел код, открыл ее и достал пистолет. Саймон застыл. «Что это?» «Это только начало», – мрачно сказал Холден. На следующем фрагменте Саймон сидел за ноутбуком. На экране чертежи, схемы, какие-то формулы. Камера приближала изображение. Проекты электронных устройств, карты сигналов, цифровая схема радиоперехвата. Саймон узнал это. Это была его личная разработка. Он сам создавал эти схемы. Для хобби, по его словам. Но потом вспомнил, что однажды он продал одну схему по заказу в Даркнете. Деньги были нужны, и он не думал, что кто-то узнает. «Мы не знали», – тихо сказал Холден, не глядя на него. «Мы думали, вы просто пострадавший. Но теперь... Теперь вы – объект расследования». Саймон онемел. Он чувствовал, как внутри все сжимается, казалось, пол под ногами уходит. «Но я не шпион. Я не... Мы не говорим, что вы преступник, но кто-то следил за вами. Возможно, вы знаете что-то важное. Или кто-то хотел получить ваши данные. Эта камера не просто случайный эксперимент. Это наблюдение, целенаправленное и очень личное». На следующее утро Саймон проснулся как в кошмаре. Все казалось нереальным. Он смотрел на Бисквита, мирно спящего у него на груди, и не мог поверить, что через этого маленького пушистого комка его жизнь может разрушиться. Спустя 2 дня пришла новая весть. Полиция нашла того, кто установил камеру. Им оказался подросток по имени Зак, гений электроники, местный самородок, который собирал гаджеты из подручных материалов. Он признался, что создавал камеры, чтобы отслеживать перемещение животных. Но конкретно на ошейнике Бисквита были модернизации, которых он не делал. Кто-то взломал его устройство и использовал в своих целях. История только начиналась. Кто-то следил за Саймоном. Кто-то знал, что он хранит. Кто-то использовал его кота как таран, чтобы проникнуть в дом. И теперь Саймону предстояло понять, что именно нужно этим людям и насколько далеко они готовы зайти. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.